Представьте себе мир, где солнце тускнеет, небо заволакивает пепел, а звезды исчезают на целый год. Звучит как сцена из апокалиптического фильма, но что, если я скажу вам, что это не вымысел, а реальность, которую пережили наши предки? Сегодня мы погрузимся в удивительные археологические и научные открытия, которые подтверждают, что легенды, такие как скандинавский Рагнарёк, могли быть основаны на реальных событиях. Мы также раскроем тайны Стоунхенджа, древних списков покупок и других находок, которые заставляют нас переосмыслить историю человечества. Это не просто рассказ о прошлом, это путешествие вглубь человеческой цивилизации, ее страхов, верований и гениальности. Погнали! Рагнарёк. Миф или воспоминание о реальной катастрофе. Начнем с одной из самых эпичных легенд скандинавской мифологии – Рагнарёка, конца света, где боги, такие как Тор и Один, сражаются в последней битве, а мир погружается в хаос, чтобы затем возродиться. Долгое время считалось, что это лишь миф. Но что, если за этой историей стоят реальные события? Ученые недавно обнаружили доказательства, которые связывают Рагнарёк с глобальной климатической катастрофой VI века нашей эры. В середине VI века, около 535-536 году, в северном полушарии произошел резкий климатический спад. Исторические записи, в том числе из Китая, описывают, как солнце стало тусклым и холодным, как луна, а звезды скрывались за пеленой более года. Зерновые культуры не вызревали, и голод охватил целые регионы. Что могло вызвать такой апокалипсис? Ответ кроется в двух мощных вулканических извержениях, предположительно на американском континенте, возможно, в районе современного Сальвадора или Мексики. Эти извержения выбросили в атмосферу огромное количество пепла и диоксида серы, создав эффект вулканической зимы. Пепел блокировал солнечный свет, вызывая похолодание на несколько градусов, что для аграрных обществ того времени было катастрофой. Чтобы подтвердить эту теорию, ученые обратились к годичным кольцам датских дубов. Годичные кольца – это как летопись природы. Каждое кольцо отражает условия роста дерева в конкретный год. Исследования показали, что в середине VI века кольца были заметно тоньше, что указывает на замедление роста из-за холодной погоды. Еще одно доказательство – ледяные керны из Гренландии. Эти слои льда содержат частицы серы и пепла, которые подтверждают, что вулканические извержения действительно произошли в этот период. Интересно, что в Дании в это время многие фермы были заброшены, а природа начала отвоевывать земли. Это говорит о масштабных социальных потрясениях. Люди покидали свои дома, возможно, в поисках лучших условий. Но самое интригующее – это археологические находки того времени. В Дании и других скандинавских регионах археологи обнаружили захоронения ценных предметов – золотых украшений, оружия, ритуальных артефактов. Это не просто клады, спрятанные от врагов. Ученые считают, что люди приносили эти дары богам, умоляя вернуть солнце и тепло. Представьте себе, мир погружается в холод и мрак, урожаи гибнут, а звезды не видны. Неудивительно, что люди того времени могли интерпретировать это как приближение конца света, Рагнарёка. Эта связь между мифом и реальностью заставляет задуматься. Возможно, многие древние легенды – это не просто фантазии, а зашифрованные воспоминания о реальных катастрофах. Стоунхендж – ледники или труд человека. Теперь перенесемся на равнину Солсбери в Англии, где стоит культовый Стоунхендж – одно из самых загадочных сооружений в истории. Огромные каменные глыбы, выстроенные в круг, веками вызывали вопросы. Как и зачем люди эпохи неолита создали этот монумент? Мы знаем, что большие сарсеновые камни были доставлены из ближайших карьеров, но происхождение так называемых голубых камней, меньших по размеру, но не менее загадочных, долгое время оставалось предметом споров. Традиционная теория гласила, что неолитические строители с невероятным трудом транспортировали эти камни с холмов Пресели в Уэльсе, что примерно в 200 километров от Стоунхенджа. Это кажется почти невозможным подвигом для общества без колес и сложных механизмов. Но новая гипотеза меняет все. Ученые предполагают, что голубые камни – это ледниковые эротические валуны, перемещенные в район Солсбери ледниками во время последнего ледникового периода, около 20 тысяч лет назад. Ключ к этой теории – находка в заливе Лаймслейд в Бристольском заливе. Там обнаружили огромный валун из долерита, породы, которая не встречается в этом районе,
но идентично камням из северного Пемброкшира. Ученые считают, что мощный ледник из Ирландского моря подхватил эти камни в Уэльсе и перенес их на юго-восток по Бристольскому заливу. Другие эротические валуны, найденные вдоль залива, подтверждают эту идею. Если эта теория верна, то неолитические строители не тащили голубые камни за 200 километров. Они просто нашли их на месте и решили использовать для строительства. Но почему именно эти камни? Голубые камни, названные так из-за их голубоватого оттенка при намокании, могли иметь особое значение. Возможно, их необычное происхождение, следы ледников, делало их священными в глазах древних. Стоунхендж мог быть не просто астрономической обсерваторией, но и местом поклонения, связанным с природными силами. Эта гипотеза заставляет нас переосмыслить гениальность неолитических обществ. Они не только использовали то, что дала природа, но и вкладывали в свои сооружения глубокий символизм. Списки покупок и кометы. Окна в повседневную жизнь древних. Теперь давайте заглянем в Месопотамию, где археологи нашли нечто на первый взгляд прозаичное – глиняную табличку размером с почтовую марку, на которой вырезан список покупок. Да, это не ошибка. Около 3500 лет назад кто-то в Месопотамии записывал, сколько столов, стульев и табуретов нужно купить. Но этот список – не просто заметка о бытовых делах. Он написан на аккадском языке клинописью, древнейшим видом письма, и открывает нам, как люди бронзового века вели учет товаров и торговли. Эта табличка – свидетельство организованной экономики. Люди того времени не просто обменивались товарами. У них была система учета, которая позволяла планировать крупные покупки. Это говорит о высоком уровне социальной организации. Но что делает находку еще более интересной – это ее связь с другими открытиями. Например, в Турции, в храмовом комплексе Гёбекли-Тепе, построенном 11 тысяч лет назад, археологи нашли резные столбы, которые, возможно, рассказывают о космической катастрофе. Один из столбов, так называемый камень-стервятник, покрыт символами, которые ученые интерпретируют как изображение созвездий и, возможно, кометы, упавшей около 13 тысяч лет назад. Эта комета могла вызвать мини-ледниковый период, изменив климат Земли. V-образные отметки на столбах, вероятно, использовались для подсчета дней, а другие камни могли отмечать важные астрономические события. Гёбекли-Тепе, возможно, был не просто храмом, а древней обсерваторией, где люди следили за звездами и пытались понять, как небесные события влияют на их жизнь. Эти находки от списка покупок до астрономических резьб показывают, насколько многогранной была жизнь древних. Они не только выживали, но и создавали сложные системы учета, наблюдали за звездами и, возможно, пытались предсказать будущее. Гробница Цербера и пирамиды Египта. Новые открытия. Теперь перенесемся в Италию, где в 2023 году археологи, копая траншею для водопровода недалеко от Неаполя, наткнулись на гробницу возрастом 2000 лет. Она названа в честь Цербера, трехглавого пса из греческой мифологии, охраняющего вход в подземный мир. Стены гробницы украшены яркими фресками, изображающими мифы, включая подвиг Геракла, поймавшего Цербера. Среди других изображений – ихтиоцентавры, мифические существа, сочетающие черты русалок и кентавров. В центре гробницы – алтарь с сосудами для ритуальных подношений, а погребальное ложе окружено символами, связанными с загробной жизнью. Эта находка – не просто красивая гробница. Она рассказывает о верованиях римлян, их страхах и надеждах на жизнь после смерти. Ученые продолжают изучать гробницу, и, возможно, она раскроет еще больше тайн о римской культуре. Наконец, давайте отправимся в Египет, где ученые из Университета Северной Каролины раскрыли секрет строительства пирамид. Используя радиолокационные снимки и геофизические исследования, они обнаружили древний рукав Нила, скрытый под песками Сахары. Этот водный путь, ныне исчезнувший из-за засухи, позволял египтянам транспортировать тяжелые каменные блоки к местам строительства 31 пирамиды, включая пирамиды Гизы. Это открытие объясняет, почему пирамиды расположены именно там, где они есть, и показывает, насколько древние египтяне были изобретательны в использовании природных ресурсов. Что объединяет эти открытия? Все эти находки, от вулканической зимы VI века до голубых камней Стоунхенджа, от списков покупок Месопотамии
до гробницы Цербера объединяет одно. Они показывают, как человечество справлялось с вызовами своего времени. Будь то климатическая катастрофа, необходимость строить монументы или вести учет, наши предки находили способы адаптироваться, создавать и верить. Они смотрели на звезды, приносили дары богам и строили сооружения, которые стоят тысячелетия. Эти открытия заставляют нас не только восхищаться их изобретательностью, но и задаваться вопросом, что мы оставим после себя. Какие истории расскажут наши списки покупок или цифровые архивы через 3500 лет? Если вам понравилось это путешествие в прошлое, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет еще больше загадок и открытий, которые перевернут наше представление о мире.